Добрый день, дорогие пекари! Сейчас я приступлю к украшению вот этих куличей, но прежде чем этим заняться и показать вам рецепт, я хочу рассказать историю этого рецепта. Я долго на него не решалась, потому что никаких документальных, четких подтверждений происхождения этого рецепта у меня нет, только лишь со слов. Итак, рецепт этот я получила от своей знакомой, которая является горожанкой, самарчанкой в уже многих и многих поколениях. И с ее слов этот рецепт живет в ее семье лет 200, а именно около 7 поколений. Так ли это? Никаких подтверждений тому нет, но рецепт записан в домашней тетрадке. Люди эти горожане уже во многих поколениях, городская интеллигенция, врачи, учителя, сотрудники почты были у нее, в ее предках. И, судя по всему, рецепт этот переписывался из тетрадки в тетрадку, постепенно трансформировался, постепенно, возможно, менялись пропорции, менялись, наверное, продукты. И, что самое интересное, в отличие от многих рецептов старых, записано все не в стаканах, не в ложках, а именно в граммах, граммовке. То есть, судя по всему, у этой семьи были какие-то, возможно, аптечные весы дома, и сразу рецепт был в граммах. Ну, наверное, не в граммах до революции, а потом уже в граммах. Знакомая моя из скромности попросила не называть ее имя, не буду этого делать. Сегодня я представлю вам городской рецепт куличей, которому, судя по всему, 200 лет. Я приступаю к украшению, ну а вы смотрите рецепт. Такой кулич спонтанно не получится, о его приготовлении нужно подумать загодя. И накануне мы делаем закваску, а еще раньше мы делаем так называемое спелое тесто. Спелое тесто – это сброженный полуфабрикат, это не закваска, это не опара, это именно тесто. Здесь есть и соль, и сахар, и масло, и много чего еще. Я вам напишу в описании, как и когда его приготовить. Суть его в том, что оно несколько дней выбраживается до приготовления вашего кулича, и затем мы его добавляем в тесто. Использование спелого теста при замесе нового теста улучшает вкус и ароматику, раскрывает вкус изделия и получает совершенно невероятные эффекты. Оно у меня стоит в холодильнике, ждет своего часа. А сейчас мы сделаем закваску. Пропорции будут необычные. Берем всего 10 граммов закваски. Добавляем 120 граммов воды и 120 граммов пшеничной муки высшего сорта. Перемешиваем. При перемешивании добиваемся однородности, следим за тем, чтобы не осталось сухой муки. Накрываем крышкой, оставляем при комнатной температуре. У меня сейчас плюс 23 на всю ночь. Сейчас у меня 8 вечера, почти уже 8:30, и я оставлю ее до утра. Итак, утро наступило, смотрим на закваску. Она как раз на пике. Сейчас у меня 9 утра, видите, она как раз подошла. И я выкладываю всю закваску, замешивать буду в миксере, не буду пытаться повторить технологии и замешивать руками, потому что в миксере это удобнее и быстрее. К ней сразу добавляю молоко 60 граммов, сахар 70, пусть будет 80. Всего нам понадобится сахара 150 граммов, сейчас я добавила 80. И достаю спелое тесто, рву его на кусочки. Очень ароматное, оно пробродившее. Его у меня 180 граммов. 350 граммов муки пшеничной высшего сорта. Мука должна быть проверенная, хорошая для сдобы. И пока вот с таким составом начинаю замес. Замес начинаю на минимальной скорости, выставляю время пока себе для ориентира 10 минут и наблюдаем. Пока идет замес теста, отдельно в емкости для взбивания смешиваем, либо взбиваем 2 яйца и еще 70 граммов сахара. Взбиваем. Тесто пока замешивается. Через 5 минут, сейчас покажу, как оно выглядит. Оно вот такое плотненькое. И мы можем помочь нашему миксеру тоненькой струечкой по стеночке. Добавляем чуть-чуть яйца с сахаром. Видите, веселее дело пошло. И ждем, когда вместится яйцо с сахаром. Только когда тесто домесилось до вот такого однородного состояния, можно добавлять еще немного яйца с сахаром.
И таким образом в 3-4 приема мы добавляем яйцо с сахаром. Когда яйца с сахаром полностью вошли в тесто, добавляем 5 граммов соли. И добавляем, сейчас я покажу, у меня это творожный сыр. Можно взять деревенскую сметану, даже лучше взять деревенскую сметану. Ее 75 граммов и добавляем частями. Так же, как добавляли яйцо с сахаром. То есть я добавляю кусочек и жду, когда замесится. Потом добавляю следующий кусочек. И так все в 3-4 приема. Пока тесто замешивается, мы берем водку либо коньяк. У меня водка, примерно столовая ложка, можно чуть-чуть поменьше. Ну, где-то 3/4 столовой ложки будет достаточно. И натуральный ванильный экстракт, либо натуральная ваниль. Ее чайную ложечку разбавляю в водке. Также нужно приготовить 50 граммов орехов, у меня фисташки, 50 граммов либо клюквы, либо вишни, сушеной, либо вяленой, и изюм. Изюм нужно помыть и просушить на полотенце. 80 граммов у меня здесь изюма. Ссыпаем сухофрукты. Можно было, конечно, это заранее сделать, замочить, но можно и сейчас. Выливаем ванильный экстракт вместе с водкой. И пока тесто замешивается, даем чуть-чуть постоять. Все перемешали. Смотрим на тесто. Оно очень близко уже к готовности. Да можно сказать, что готово. Оно очень нежное, шелковистое. Выключаем. Спускаем его с крюка. Вот тут, кстати, сыр не промешанный. Чуть-чуть не промешан. Но мы сейчас это легко поправим. Руками подхватываю снизу. И делаю так, чтобы сыр вошел. Тесту даем паузу, буквально минут 10, постоять после замеса. И после этого будем добавлять сухофрукты. Выкладываем сухофрукты, всыпаем орехи. И дальше прям 1,5 минуточки на минимальной скорости. Если сухофрукты не распределятся равномерно, значит мы дораспределим их руками. Самое главное здесь не перемесить, не разрушить тесто. После замеса, конечно, можно оставить тесто в чаше тестомеса, либо вашего миксера, но всегда лучше тесто привести в порядок. Когда мы тесто переложили в миску, нужно его упорядочить и округлить. Прежде всего для этого нужно отмыть руки, потому что если у вас на руках осталось тесто, оно будет сильно прилипать. Берем чуть-чуть растительного масла, несколько капелек на ладони. И дальше мы подхватываем тесто, округляем его с одной стороны, с другой стороны. Даем стечь с рук. И таким образом оно у нас округляется. Все, тесто округлили. Дальше нужно накрыть крышкой и оставить его на часок. Прям буквально недолго побродить. После этого уже приступим к формовке. Сейчас у меня 24 градуса в помещении. И при этой температуре оно будет бродить. Через час нужно приступить к делению и формовке теста. Взвешиваем. Сейчас вы пока еще не увидите явных признаков брожения, слишком мало времени еще прошло. Поделила на 4 части по 300 граммов каждый. Руки чуть-чуть смазываем маслом, чтобы они у нас не липли. Подформовываем в круглую заготовку. Берем формочку бумажную и опускаем в форму. У меня примерно чуть меньше половины формы. Можно подформовать на столе. Такие округляющие движения, и постарайтесь, чтобы сухофрукты все-таки не выходили на поверхность, потому что они будут подгорать. Берем следующую формочку, подформовали и уложили. Можно еще чуть-чуть по краю вот так руками пройтись, чтобы он у нас там внутри больше округлился. Чтобы формочки легко было перемещать с места на место, переставлять туда, где теплее, поставила их на доску.
накрываю бахилами, оставляем на расстойку до увеличения как минимум в 1,5 раза. То есть они не должны дойти до края сантиметра. Если они увеличатся в 2 раза и дойдут до края, это тоже хорошо. То есть минимум в 1,5. Время подъема зависит от силы вашей закваски и может составлять от 4 до 10 часов. Нужно наблюдать. Температура у меня сейчас повысилась, уже 25 градусов. Оставляю на столе и буду наблюдать за подъемом. Расстойка у меня заняла 4,5 часа. Поднялись они немножечко по-разному, но в принципе уже 1,5 где-то сантиметра от края формы есть у всех, у этого даже меньше. При выпечке они поднимутся еще, поэтому нет необходимости ждать дальнейшего подъема. Здесь у меня желток и немного водички. Смазываю поверхность. Это для того, чтобы не подсыхала при выпечке поверхность сразу и была возможность растягиваться корочки и еще лучше подняться при выпечке. Выпекать буду в следующем режиме. Сейчас у меня духовка разогревается на 170 градусов. Сначала я ставлю нагрев только снизу на 10 минут. После этого меняю нагрев на вверх плюс низ. Температура та же самая, 170 градусов. И допекаю до готовности. Готовность лучше всего проверять при помощи термощупа. Втыкаем в глубину кулича. И мякиш готового кулича имеет температуру 94 градуса. Как только 94 достигается, можно доставать. Выпекаю сначала на нижнем нагреве, чтобы избежать слишком быстрого схватывания верхней корочки, чтобы не слишком была темная корочка. Выработала такой для себя режим, именно для моей духовки подходящий. Ну все, смазала, отправляю выпекаться. Займет это примерно минут 35. Куличи мои пеклись 35 минут. Смотрите, как хорошо, идеально просто из формы поднялись. Этот чуть-чуть поменьше. Этот тоже красавец. Вот этот вот чуть низенький. Если они очень нежные, вы это видите, они начинают оседать. Кладем их на бочок. И на боку можем их остужать. Но прежде чем наносить глазурь, обязательно нужно остудить куличи. Глазурь буду делать уже завтра, потому что сейчас поздно, уже 10 вечера. Они у меня наконец готовы. Оставляю остывать их до завтра. Ну а завтра будем украшать. Настал следующий день, куличи остыли. Я уже сделала глазурь. Красивая она у меня. Хочу, чтобы была красивыми потеками. Наношу. Глазурь можете делать любую, белковую, желатиновую, сахарную, из сахарной пудры, любую, какая вам нравится. В ступке я измельчила фисташки. Решила не делать никакие современные конфеты. Здесь у меня сушеная брусника. Ягодами и орехами буду украшать. Посыпаю сверху орешками. Сочетание красного и зеленого. Это очень красиво. Берем бруснички и добавляем. По-моему, очень нарядно. Ну все, теперь осталось дождаться, чтобы глазурь у меня немножечко застыла. Можно будет разрезать и наслаждаться. Подсохла глазурь. Можно разрезать и пробовать. Конечно, не до конца еще подсохла, но уже не терпится посмотреть на разрез. Очень художественно получилось. Красивый, пушистый, много начинки. Я очень люблю, когда много начинки. Видно и клюкву, и изюм, и орешки, и все очень красиво. Ой, ароматный, очень ароматный. Сейчас будем пробовать. Так жалко повреждать еще не до конца застывшую глазурь. Пробуем. Мне сразу попались орех и клюква. Сочетание очень приятное. Ароматная, с кислинкой. Необычно здесь работает ванильный экстракт. Запах не такой яркий ванильный, как от привычной синтетической ванили магазинной. Аромат более нежный, в нем больше оттенков. Еще одна особенность: этот кулич совершенно не жирный. Вы заметили, в нем масла нет. Мы добавляли творожный сыр, можно добавлять деревенскую сметану и яйца. Масла здесь нет. И он получается такой, больше похожий на сдобную булочку.
То есть он не слишком насыщенный, не слишком жирный. По сладости очень хорошо. В общем и целом, по этому куличу резюме мое такое. Кулич вкусный, ароматный, интересный вариант, не очень привычный, потому что он совершенно не жирный. И можно так сказать, что это такой городской интеллигентский кулич. Не слишком насыщенный, не жирный, умеренный во всем, пожалуй, кроме начинки. Начинки здесь, правда, много. Вкусный, воздушный, ароматный, ну и интересный. Не совсем такой, как мы привыкли. Сделайте этот рецепт, повторите его, напишите свои впечатления, думаю, вам понравится. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал, можно там общаться, есть ссылка в описании. Ну а на этом все. Зовите друзей и знакомых, пускай домашних пекарей становится больше.